Привет, меня зовут Саша. А меня Алиса. И мы оказались в Париже. И сегодня мы готовы вам представить наш проект, который называется Крис-Кросс. В этом проекте люди, которые живут в Париже, загадали нам различные локации. И сегодня мы готовы отправиться, чтобы их найти. Вместе с вами. Попасть куда-нибудь? Опа. Знакомый значок. Кажется, это наша новая загадка. Как обычно, она пришла в самом неожиданном месте. Надо идти отгадывать. А вот это я, пожалуй, возьму с собой. Да, мы остановились на автобусной остановке, чтобы зачитать загадку от Албана. Итак, мы ищем место, место, куда вы сегодня отправитесь, необычное место в Париже. Это место, наверное. Это место редкой свободы высказывания, неинституциональное, альтернативное. В общем, то, что мы любим. И здесь целый маршрут, здесь картинки, есть, в общем, где-то 6 локаций. Поэтому, мне кажется, там чем быстрее поедем, тем быстрее сможем отгадать. К тому же солнце только встает. Так ну что, давайте будем ждать автобуса. Автобус привез нас к метро, а на метро мы добрались до станции Кё-де-Лагар. Ну, первую локацию мы догадались довольно-таки легко, потому что нам сказано, что это библиотека, хранилище, сокровище знаний, и названо в честь французского президента. Но я, честно говоря, не сильна, но, скорее всего, вот этот Франсуа Миттерно и есть один из... президентов Франции. Наверное. Пойдемте искать библиотеку. От метро до библиотеки идти совсем недолго, но если ты устанешь, всегда можно найти место для отдыха. А еще в Париже, как в любой культурной столице, сильно развит стрит-арт. Вот, например, работа Кристиана Гэми, он же С-215. Мы тем временем добрались до Национальной библиотеки имени Франсуа Миттерана. Это новое здание библиотеки было открыто в 1996 году. Из старого здания библиотеки на Пале-Рояль сюда переехал весь фонд, который по последним подсчетам составляет более 30 миллионов экземпляров. Здание представляет из себя высокий подиум, на котором стоят 4 башни, похожие на раскрытые книги. Каждая со своим названием: башня времени, башня законов, башня чисел и башня букв и писем. Названы они так по направлению книг, хранящихся в них. Ну, вот мы обыскались лягушки, если честно, уже устали. Лягушки никакой не нашли. Нашли вот, это что, наверное... Наверное, это какая-то ящерица. Так что, может быть, будем надеяться, что это тоже подойдет. Пойдем искать дальше. Очевидно, что ящерица была тоже представителем стрит-арт культуры Парижа. Думаю, так и есть, ведь ее нарисовал Леонора Риети под псевдонимом Луиза. Ладно, не будем отвлекаться и давай поищем место, где присесть и прочтем, что нам нужно искать дальше. Так, ну теперь нам, получается, нужно найти старинную холодильную камеру. Алван пишет, что это, на его взгляд, одно из самых красивых зданий в Париже. Ну, сейчас проверим. Я думаю, да, надо пойти и найти его. Еще написано, что начиная с ранних 1980-х годов здание узнаваемо благодаря фрескам и граффити, которые покрывают фасад здания. Я думаю, это поможет нам его сразу найти. Ну да, здесь очень современный квартал, я думаю, эти старые здания составят. Пойдемте попробуем отыскать. Ну, мне кажется, что мы нашли это здание. Это старая заброшенная холодильная камера, которая сейчас используется в какой-то галерее. Вот мы попробуем пройти внутрь. И узнать, что же там находится.
Здание очень большое и практически по всему фасаду покрыто граффити и настенной живописью. А вот центральная дверь оказалась закрыта. Придется обойти здание и поискать альтернативный вход. Мы пока не нашли еще вход внутрь, ходим вокруг да около. Вот. Но там слышна музыка внутри. То есть люди там точно есть. По-моему, там какая-то, может быть, репетиция. Какая-то студия, да, скорее всего. Продолжаем искать. Есть чувак, похожий на меня, я могу сделать такой же. Ну, продолжаем искать. Пойдем искать с таким же лицом. От здания веет духом творчества, свободы и легких наркотиков. К сожалению, не попал внутрь, но зато нашел поселение местных бродяг улиц, уличных писателей. Кстати, у них такая же палатка, как у меня. Ну, вот нам надо было найти магазин, который специализируется на японской культуре. Честно говоря, опять-таки не уверена, но тут есть такой магазин, и там японские иероглифы. Вот я их плохо помню, по-моему, это ро, мэ... Вообще не помню, я давно учила. Но сегодня воскресенье, и там закрыто, поэтому, к сожалению, точно проверить там не удастся. Будем надеяться, это именно то, что загадал Албан. Ну, нам все-таки удалось найти вход, удалось проскочить за кем-то. И, как действительно было упомянуто, здесь теперь какой-то культурный центр. Раньше был здесь заброс, скот, вот здесь лежат всякие программки каких-то разных мероприятий. Вот, так что мы пойдем немножко погуляем по зданию, попробуем узнать, что здесь вообще происходит. Дикий антураж. Пойдем посмотрим на все это безобразие сверху. Кажется, здесь еще одна загадка. There are 7 of them. Дальше еще что-то. Я думаю, что это про 7 грехов. Но пойдем посмотрим остальные загадки этого дома. Все загадки этого странного дома были разгаданы. Идем искать следующую локацию. Ну, кажется, мы действительно ошиблись, и предыдущее место было не тем японским магазином. Тут есть манго-кафе, и там, по-моему, продаются всякие книжки и еще какие-то японские штучки. Давайте подойдем, посмотрим. Окунемся в дух Японии. Пикачу! Блин, обалденно, я бы здесь осталась. Теперь мы направляемся к бетонному зданию в стиле неоклассицизма, которое видно в конце улицы. И по информации, здесь в 90-е годы было много сквотов, а сегодня оно очень сильно отреставрировано. Пойдемте изучим, что там. Прочитаем задание. Ну вот так выглядело здание раньше, до реставрации. И теперь нам предлагается отыскать граффити на одном из зданий в соседнем районе. Это граффити изображает одного из наших бывших президентов. Такой огромный, что вы не сможете его пропустить. Ну, не наших, пойдемте искать. А ихних. Пойдемте. Кстати, здание было долгие годы заброшено, что дало возможность сквоттерам активно использовать его в своих целях. Менее 10 лет назад здание восстановили, и теперь оно принадлежит какому-то университету. Интересно, что же там за граффити такое большое? По совету Албана преодолеваем ближайшую железную дорогу и да, работа очень большая и обалденно красивая. Но ведь это Наполеон. Он же не был президентом Франции. Странно. Мы решили поиграть немного в Анну Каренину. Сели на рельсы. Но на самом деле, да, тут хорошо сидеть и отдохнуть после такого большого пути, который мы уже сделали. Мы находимся на финишной прямой к нашему конечному пункту назначения. И нам надо по этим путям перейти через стену, которая течет совсем рядом. Ну, так что время идти? Время идти, время вставать и идти.
На пути к финишной локации нам встретилась девушка-фотограф, у которой Алиса узнала верный путь. А вот и цель нашего путешествия. Это, как здесь написано, старинная холодильная установка. Она обслуживала винные склады в Берси. И место стоит из двух зданий, и были они заброшены аж в 1997 году. Вот. А теперь нам предлагается, собственно, подняться на крышу этого здания. Надо сначала задобрить местных духов, которые находятся внутри здания. Но у нас есть для них подарок. И нам сказано быть осторожнее, поэтому попробуем. Бесстрашный Саша убежал вперед. Мы тоже с вами пойдем внутрь. Идемте же, не бойтесь. Думаете, мне не страшно? Внутри достаточно пустынно, и вроде бы никого нет. Но где же этот бесстрашный Саша? Да тут я тут. Ты видишь эту лестницу? Сейчас мы поднимемся и разгадаем наше задание. Вперед на крышу. Ну, в первой части задания нам говорится, что нужно найти, что написано на крыше этого здания. Но, честно говоря, здесь очень много всяких тегов. Вот написано I need to get high, например. Вот это вообще не очень разборчиво. И вот это какой-то end. В общем, не очень понятно, слишком много всего. Вообще вот здесь еще тоже какое-то большое слово, но, честно говоря, мы разобрать не очень можем. Пойдемте лучше отгадаем вторую часть загадки. В задании было сказано, какое здание мы можем увидеть с крыши. Но на самом деле я вижу только Нотр-Дам-де-Пари. Ну, я еще разглядела там вдалеке Эйфелеву башню. Так что, наверное, это одно из двух. В общем, загадка была очень крутой. Она затронула очень многие интересные нам темы, такие как стрит-арт, забросы, крыша, на которой мы сейчас сидим. И хочется выразить отдельную благодарность человеку за эту загадку. Ой, смотри! Смотри, наш ответ. Ну, ты заблаговременно сказал, что это наш ответ. Может быть, это... Да? Это так. В качестве ответа нам досталась карта нашего квеста. Мы все-таки успели разглядеть, что финальную локацию мы нашли правильно. Это итоговая серия о парижских приключениях нашей бравой команды. Но оставайтесь с нами, дальше будет кое-что интересное. Hello. So we are here in Paris on our last day when we've solved all the riddles. And we're happy to have a meeting with one of our participants. Yes. So thanks for coming and thanks for making this. It was a beautiful riddle with like three pieces of paper. We have a big weight. So we followed it all the way through. But I think we still have some questions. And one of them was exactly about the frog. That was the main one. Yes, it was the frog. Yes, it was the frog. Right. Because you have to find. Ah, you don't find the frog. Okay, it was. Was it inside the court of the library? Not really, but close to this court, as you said, there is a bar called the Frog. So there is a sign outside. Yeah, it's only the name of the bar. And then we found this. Yes, we did find the place which is now this graffiti. That's amazing. Yeah, I'm not surprised. It's, you say I think it's one of your favorite buildings, yes. Right? It's amazing. Well, so original in Paris. It's like an old-fashioned building. Yeah, and we got inside as well. We went on the stairs.
and it's all covered, like no single spot without graffiti. It's very nice moment. Even the box later are graffitis. Did you see it when it was still like abandoned? No. And then we thought like about this Japanese store. At first we thought there was like on this same building there was one small shop with like some Japanese characters, and I was like probably this is this, and we even filmed it. And then we walked and we saw this monk. And that's it was to give you a direction. So we went, then we saw this. It's very nice you gave us the old photos because that made a connection of like how it is now, and it is different. And then this one about the huge graffiti. Was it the one with Napoleon? Yeah, it was Nicolas Sarkozy painted as Hitler. I think it was very original to we see didn't that. find this one, I think. So then we crossed the river, and then this was this amazing Bercy this one. And then we got on the roof because we were quite experienced as well, so it's not too... see Paris. And that was our first roof in Paris. I really enjoy rooftop. Yes. And we did see, and you say that this is actually interesting for us because I don't think we got it. So you asked what was written on top of the building. Yes. So what was it? Because there were so many graffiti there. I think it's the same on the... Is it on the one on the side? Something about the... Because you get this it? One, yeah? Okay. It's written D and Scred. Yeah, that's why we didn't really get it. Scredi, it's like le verlan in French when you invert the syllable, and it's a typical that's interesting. So French we got it. We were thinking whether it's the right one. But you get it. And then about the building, which we can see, we saw both Notre Dame, everything. also Eiffel Tower, so like we mentioned everything. Yes, perfect. Thanks for making this beautiful, I don't know if you can see, but there's a beautiful plan made especially for us with all the locations. And so it was really, really cool. Thank you very much. You did it, and congratulations. Yes. Yes, congratulations. Hope See you. Bye-bye.